Москва больше не тыл. Взрывы уносят жизни силовиков. Еще одна детонация прямо под носом у Путина, рядом с местом недавней ликвидации генерала. Главы Генштаба больше нет. Гибель после закрытых встреч за границей. Небо над столицей экстренно закрыли. ВСУ отступают, оставлен важный опорный пункт. Есть ли угроза нового прорыва россиян? Охота началась. К соратнику Путина пришли с мешками. Суд замораживает активы человека, которого еще вчера считали неприкасаемым. Борьба с коррупцией или сигнал элитам? Старые гарантии больше не действуют. Единственный в регионе Москва потеряла уникальный самолет. Украинские спецы делятся деталями дерзкой операции. Об этих и других событиях вечера 24 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Москве снова взрыв и снова недалеко от места недавней ликвидации генерала Фанила Сарварова. Ночью в районе Орехово-Борисово подорвали служебную машину дорожно-постовой службы. Двое полицейских получили тяжелые ранения, от которых позже скончались. Погиб и тот, кто осуществил взрыв. По данным российских телеграм-каналов, неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в патрульную «Шкоду» и скрылся. По неофициальной информации, незадолго до взрыва экипаж ДПС получил задание задержать подозрительного мужчину. Полицейские могли быть не случайными жертвами, как сообщили источники в ГУР, РБК Украина. Ранее эти сотрудники участвовали в войне против Украины и даже пытали пленных. Всего 2 дня назад в том же районе взорвался автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, причастного к разработке операции захватнических войск в Украине. Начальник управления оперативной подготовки российского Генштаба погиб на месте. Украина может вынести мирное соглашение о завершении войны на всеукраинский референдум и провести его одновременно с выборами. Об этом заявил Владимир Зеленский. Речь идет о 20-пунктном плане, который сейчас украинские переговорщики обсуждают с США и другими партнерами. Украина вынесет это соглашение на ратификацию парламента в формате или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате «да» или «нет». Президент Украины впервые публично разложил по пунктам, что именно может лечь в основу мирного соглашения о завершении войны. Владимир Зеленский подтвердил, речь идет о 20 пунктах базового документа, который раньше состоял из 28 позиций. В центре плана суверенитет Украины и жесткие гарантии безопасности, сравнимые с 5-й статьей НАТО. ВСУ не урезанная армия, а 800 тысяч военных в мирное время. США, страны НАТО и Европа берут на себя обязательство защищать Украину. Россия, в свою очередь, должна законодательно закрепить политику ненападения на Украину и Европу. Украина подтверждает безъядерный статус, получает четкий срок вступления в ЕС, привилегированный доступ к европейскому рынку и ускоряет соглашение о свободной торговле с США. Отдельный блок – масштабный пакет восстановления экономики. Самые острые пункты – территория и безопасность. Пункт 14. Территории. Пункт не согласован и имеет несколько вариантов решения. Вариант 1. Остаемся там, где стоим. Вариант 2. Создание потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, предусматривающей демилитаризацию этой зоны. Окончательно этот вопрос может быть решен на уровне лидеров государств. Ночь в Тульской области снова прошла под грохот взрывов. В городе Ефремов дроны атаковали один из ключевых химических объектов России – завод синтетического каучука. Очевидцы говорят минимум о 10 детонациях подряд. После ударов на территории завода поднялось зарево, в сети появилось видео с характерными звуками взрывов. Экстренные службы срочно стянулись к промзоне, последствия атаки до сих пор ликвидируют. Предприятие производит не только синтетический каучук, но и высокомолекулярный полиизобутилен. Материалы, напрямую используемые в химической и оборонной промышленности. Северск оставлен, но бой не закончен. Генштаб ВСУ официально подтвердил, украинские подразделения отошли из этого города в Донецкой области. Решение принято осознанно, чтобы сохранить жизни бойцов и боеспособность частей на фоне непрерывного давления со стороны армии РФ. В Генштабе подчеркивают, россияне продвинулись за счет численного превосходства и тактики малых штурмовых групп, действуя в тяжелых погодных условиях и не считаясь с потерями. При этом каждый метр Северска дался оккупантам крайне дорого.
Оренбурга. Город остается под огневым контролем ВСУ. Украинские силы бьют по подразделениям, зашедшим в населенный пункт, и режут их логистику, не позволяя развивать наступление. Тяжелые бои в районе Северска продолжаются. Дальнейший внезапный прорыв захватчиков маловероятен, считают в Институте изучения войны. Агрессоры не способны возобновить механизированные маневры на фронте, считают аналитики. А продвижение оккупантов будет оставаться медленным. Все, на что сегодня хватает россиян, медленное ползучее продвижение малыми пехотными группами с огромными потерями. Тем временем в российском тылу настроения совсем не боевые. Даже официальным социологам приходится признать, большинство настроено не так, как хотелось бы Путину. Прокремлевский ВЦИОМ поделился последними исследованиями. 55% ждут окончания войны в Украине и уже в 2026 году, а также мечтают о возвращении к обычной жизни. Все остальное – внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы – воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует сограждан. Но симптоматично, что 50% опрошенных не смогли назвать ни одного героя года. 8 вообще заявили, что таковых нет. И только 22 догадались назвать героем года Владимира Путина. А участников так называемой спецоперации считают таковыми только 7%. Ну, вот такие интересные цифры. Крушение сразу после закрытых встреч. Накануне в Турции разбился бизнес-джет с начальником генштаба Ливии на борту. Связь с самолетом пропала вскоре после взлета. Мухаммед Али Аль-Хаддад всего за несколько часов до катастрофы встречался с военным руководством Турции. Самолет рухнул в районе Анкары. Генерал погиб. На месте крушения был обнаружен бортовой самописец. Соответствующие комитеты начали процедуру экспертизы и оценки этих данных. В Анкару прибыла делегация из 14 человек из Министерства обороны Ливии, включая 5 родственников погибших, и делегация из 8 человек из Министерства внутренних дел Ливии. Он говорил, что никогда там не был. Документы говорят другое. Президент США Дональд Трамп как минимум 8 раз летал на частном самолете финансиста Джеффри Эпштейна в 90-х годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на переписку прокурора, опубликованную Минюстом США в новом массиве документов. В 4 перелетах вместе с Трампом находилась и Гислейн Максвелл, ближайшая соратница Эпштейна, уже отбывающая срок за торговлю людьми. Один эпизод выглядит особенно токсично. Согласно документам, на борту находились только Эпштейн, Трамп и 20-летняя женщина, имя которой скрыто. Это напрямую противоречит публичным заявлениям Трампа 2024 года о том, что он никогда не летал на самолете Эпштейна и не бывал на его острове. СБУ поделилась новыми подробностями недавнего удара по российской субмарине. Перед атакой украинские спецы ослепили воздушное прикрытие судна. Оказывается, перед подрывом подводными дронами российской субмарины в Новороссийске СБУ вывела из строя ключевой элемент морской разведки РФ – самолет Ил-38Н, способный обнаруживать подводные дроны еще на подходе к цели. Удар по этому воздушному судну был нанесен на авиабазе Ейск силами 13-го управления военной контрразведки. Его стоимость оценивают примерно в $24 миллиона. В Черном море у России был всего один такой борт. После его поражения путь подводному дрону Subsea Baby оказался фактически открыт, и основная цель операции – подрыв субмарины класса «Варшавянки» была выполнена. Щелкнули по носу и публично. Москва напомнила режиму Лукашенко, кто тут главный. Российские госсми подчистили свои сообщения о заявлении Минобороны Беларуси. Накануне ряд прокремлевских инфоресурсов ретранслировал новость о том, что Минск якобы сможет самостоятельно определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на территории страны. Но после сообщения исчезло почти синхронно. Материал ТАСС был официально отозван из-за ошибочной публикации. Аналогичные новости пропали с сайтов и других российских изданий. Формулировка стандартная, ошибка, извинения читателям и тишина. Но источник был вполне конкретный — сообщение белорусского Минобороны, на которое и ссылались СМИ. Смысл произошедшего прозрачен. Как только в публичном поле прозвучала мысль, что Беларусь может иметь хоть какой-то контроль над «Орешником», Москва тут же нажала стоп-кран. Никакой самостоятельности, никаких своих целей. Ракеты российские, решения тоже. А Лукашенко в очередной раз напомнили, кто здесь нажимает кнопки.
Десятилетиями он был в системе и на самых высоких должностях. Путин намекал, что его не тронут. Когда кончится этот беспредел, сколько лет вы еще собираетесь Чубайса терпеть во власти? Ну и традиционный вопрос для огромного количества россиян. Когда его посадят наконец за решетку? Но вот сезон охоты на бывшего соратника объявлен. Арбитражный суд Москвы заморозил деньги и имущество экс-главы Роснана Анатолия Чубайса и бывших топ-менеджеров госкорпорации. Речь идет почти о 12 миллиардах рублей. Это обеспечительные меры по иску самой Роснана. Компанию интересуют убытки по провальному проекту «Крокус». Чубайс и компания обещали запустить в России производство магниторезистивной памяти, а в итоге получилась дыра в бюджете корпорации. В Роснано говорят о неразумных и недобросовестных действиях, а реальный ущерб, по данным источников, тянет на десятки миллионов евро и миллиарды рублей. Но кто же десятилетиями давал добро Чубайсу на осваивание этих бюджетов? И не выйдет ли следствие на самый высокий уровень? Как думаете? Анатолий Борисович Чубайс остается такой нужной очень для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится. Макрон купил букет, Стармер и Мерц лично пропели по куплету, а Кая Каллас вообще надела майку с портретом именинницы. Западные лидеры поздравили Марию Захарову с днем рождения. Ну, правда, они сами не в курсе своих симпатий по отношению к лицу российского МИДа, а вся эта картинка – плод специфической фантазии прокремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян. Дорогая Маша, можно долго говорить про твои достоинства. Остроумие, красноречие, чувство юмора, дипломатию и пассионарность. Но пусть это сделают твои зарубежные визави. В песне. Ну, думаю, и наши зрители подкинут эпитетов и пожеланий именинницы в комментариях. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.